Ребят, всем привет! Сегодня я, как и обещал, поделюсь с вами видео, как я болел ковидом, как я подцепил коронавирус, кто за меня переживал, кто меня поддерживал, писали комментарии, сочувствовали. Ребят, всем вам большое спасибо. Так что наливайте чаю, берите печеньки. Видео, наверное, получится долгим. Так что погнали! А началось это все с того, что, я не знаю, это, конечно, мое такое видение. Я никого не принуждаю, ничего не доказываю, ни с кем не спорю. Я просто делюсь, как говорится, своим опытом. Вот. Что со мной было, как я все это, то есть, вот, не более того. И это просто мои предположения. То есть, мои предположения начинаются с того, что в июле была аномальная жаркая погода. Вот, больше 30, вот, работал практически постоянно весь сырой, весь в поту, ходили купаться на пруд, там умывались, то есть вот так, футболка вся сырая насквозь, то есть специально мочил, чтобы жарко не было, панаму мочил. И еще к тому же сидишь там наверху, вот, и ветер дует, потом плюсом на автобусе едешь, окна раскрыты, форточки раскрыты, дверь бывает даже открыта, то есть духотища такая, то есть автобус целый день стоит на солнце, потом туда заходишь как в парную. И плюсом ко всему на легковой машине. Вот, это, конечно, я так думаю. Может быть это, может быть не это, не знаю. Вот, началось все с легкой температуры, это было в четверг, приехал я домой, почувствовал легенькое такое, я не знаю, недомогание, что ли, или как сказать. Головной боли не было, ничего не было. Просто такое легенькое недомогание и как бы, небольшой такой, как бы жарший в голове. Решил замерить температуру, градусник. Чик, да, действительно показал 37,3. Думаю, ладно. Я выпил таблетку. Тут народными средствами, как говорится, полечился. Там варенье, там лимон, там чайку горяченького, то все. В итоге лег спать. В пятницу утром я просыпаюсь на работу, вроде нормально, температуру померил, вроде все хорошо, поехал на работу. Но в обед я опять почувствовал, только уже в обед, не вечером, а в обед, уже почувствовал опять то же самое, то есть температуру, как бы жар вот этот в голове, думаю, наверное, температура. Вот, ладно, я доработал, вечером я приехал, еще съездил по делам и решил, когда вечером приехал, решил еще замерить температуру. Только у меня уже на этот раз стало 38,6. Вот, думаю, вот. А, да, еще насморк. Но никакого кашля, ничего такого не было. Но насморк, там, такие симптомы начали проявляться. Опять же, народные средства, варенье, там, чай, лимон, вот, мази всякие натерся. Вот, ладно, лег отдыхать, ночь прошла. Утром просыпаюсь в субботу, опять такая же система. То есть 38,3, наверное, где-то так. Я точно не помню, знаю, что было 38. Вот. Опять таблетки, опять все то же самое, не проходит. Вот. На следующий день, в воскресенье, с утра то же самое, не проходит. Но стал появляться уже кашель. Да, первый день я еще, первый день, или суббота, или воскресенье, я почувствовал, что не чувствую запахи. То есть я туалетной водой побрызгался, чувствую запах, я не чувствую, не ощущаю. Вот. Я так и подумал, наверное, коронавирус, ковид. Вот. Я в воскресенье отзвонился начальству, говорю так и так, что в понедельник я не выйду, народ собирать я не буду на автобусе.
Вот, мне начальник сказали, да, конечно, хорошо, в больницу, лечись. И пошел я в больницу. Пришел я в больницу, на меня там, конечно, огрызнулись. Зачем ты пришел, типа, с температурой, с этим не ходят, с этим надо сидеть дома, вызывать скорую. Я говорю, ну я что, каждый день болею, что ли? Я разве знаю? То есть последний раз я болел, ну, блин, я даже не знаю, как это, честно, забыл. То есть это больше 10 лет, там, даже, может быть, 20 даже. Я говорю, я не знаю. Ну, они в итоге замерили мне температуру, да, температура, взяли у меня анализ, то есть палочкой такой длинной в нос и другой палочкой как бы туда в горло, в гортань. Сказали, все, вот тебе таблетки, выписали мне на 2500. Все, иди домой и лечись. И жди результата на ковид. Вот. Я пошел домой, пришел. 3 дня я ел эти таблетки, честно сказать, беспонтовые. Что я их ел, что я их не ел, ничего не изменилось. Как держалась температура 38,3, так она бывала разами даже до 39 доходила. Спать я ночью не мог, ложусь, мне там, ну я не знаю, как вам объяснить, не смог я заснуть, то есть мучился вот эти 3 дня. Ну, в конечном итоге позвонили с Роспотребнадзора вроде, я не знаю, женский голос сказал там, да, у вас подтвержденный. Вот. Сейчас что вы делаете? Я говорю, ну я был у терапевта у своего, он мне прописал таблетки, вот там пью, принимаю, все, не выхожу из дома, никуда не хожу. Она мне сказала, да, сиди дома, нельзя никуда выходить и тому подобное. Я говорю, хорошо. Она мне говорит, если будет хуже, то позвони в скорую. И в этот вечер, ну, этим днем, вот только в этот вечер я решил все-таки позвонить в скорую. Вот, потому что у меня температура не пропадала. То есть я думаю, время вечер. Думаю, если сейчас у меня 38,6, то ночью у меня вообще там под 40 будет. Думаю, лучше я позвоню сейчас. И я позвонил в скорую, приехала скорая, приехала бригада. Там. Они мне все растолковали, померили температуру, надели на палец, я не знаю, как, забыл, как это называется, ну, такая штучка с проводом, там показывает, сколько кислорода там. Вот, у меня оказалось 98-99, но температура большая. Они меня спросили, говорят, тебе звонили? Я говорю, да, звонили, подтвердилось. На что они мне сказали, позвони своему терапевту завтра с утра и попроси направление в госпиталь, именно ковидный госпиталь. Там, говорит, тебя хорошо обследуют, хорошо там посмотрят, и тогда уже будет все понятно. Я, ладно, хорошо. Вот, они мне сделали укол и уехали. В эту ночь я нормально поспал. Утром я, естественно, звоню своему терапевту, сказал, мне нужно направление. Он мне сказал, да, хорошо, жди, я тебе позвоню. Он мне позвонил в обед, сказал, все, готово, звони в скорую. Я позвонил в скорую, мне сказали, ожидай машину. В 4 часа где-то вечера за мной скорая, вот, я с маской. Ну, да, заранее мне сказали, возьми, наверное, с собой вещи, необходимые в госпитале. То есть это тапочки, это шорты, ну, там, рыльно-мыльные, ну, все такие вещи. И, возможно, тебя положат. Я, ладно, хорошо, я все это собрал. Ну, конечно, я не хотел, вот честно вам говорю, поначалу я, конечно, не хотел. Но потом мы когда приехали, блин, как это называется штука-то? Короче говоря, там, ложишься, как типа такой трубы, над тобой ездит такая штучка, тебя как просвечивает или как, не знаю. Ну, короче, привезли туда, я прилег, меня просканировали, потом привезли в здание, там в здании на 1-м этаже медики, все такие прям, ну, как касперы, все в белом, маски, очки такие лыжные. Конечно, я офигел от этого всего, в перчатках. Вот, меня завели, давай там расспрашивать, там, ну все, сколько температуры, сколько чего, там, раздели, конечно, до нижнего белья, градусник, естественно, показал, вот, сразу второй тест, сразу раз этой палочкой в нос, в рот, сразу кровь из вены, кровь из пальца, всякие датчики, там, сердцебиение, давление, так, слушай, ну, короче, комиссия вот такая. То есть не то, что там просто так и все. Вот. В итоге мне сделали температуру замерили, у меня был 38,6, да. Сделали мне укол и все. И это было 29 июня. Вот. И все, у меня температура больше не поднималась. То есть одного укола. Да, больше не было у меня температуры. Вот. Распечатка пришла оттуда, с этого другого здания, где меня просвещали в этой трубе. У меня 15% типа воспаления легких. На что мне врач
кто меня осматривал, кто меня вот эти брал у меня анализы, сказал, 10% до 10% еще можно, типа, идти домой на больничный дом, как сказать, лечиться. А если свыше, то, конечно, лучше остаться в клинике. Ну, я не стал, короче. Хотя мне они говорили, говорят, если хочешь, вот, пожалуйста, бумаги расписывайся там туда-сюда и, пожалуйста, там, иди домой, вот, если хочешь. А если, ну, нормально хочешь вылечиться, то лучше, чтобы ты был под наблюдением. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Я спорить не стал, все, я переоделся, меня отправили на лифте, ну, как со мной, конечно, были сопровождаты, меня отправили на лифте, подняли, показали мне место, палату, все нормально. Сразу же в тот же день мне сделали капельницу, сделали укол в живот, дали мне такую пластину, коронавир, да, таблетки коронавир желтого цвета, то есть 10 штук, и одну таблетину от кашля. Да, вот, ребят, забыл вам что сказать, кашель у меня увеличился, у меня осталось, ну, то есть это у меня, это был когда, пятница, это был четверг, точный день я не помню. Ну, короче говоря, пока я 3 дня дома сидел и ел таблетки, у меня увеличился кашель, все с каждым днем все сильнее, сильнее, сильнее. И в итоге, когда я приехал уже туда, он как-то разами, знаете, как чехотка вот находил. Раз на охоте и начинаешь кашлять. Прям кашляешь, кашляешь и без остановки. Ты кашляешь, выдыхаешь, а вдохнуть ты не успеваешь, тебя еще раз хочется кашлянуть. И то есть в итоге у меня до такой степени дошло, что у меня начали болеть ребра. То есть вот от того, что мышцы, вот, когда ты кашляешь, сокращаются, вот эти места прям полностью, вся грудь просто прям, кашлянуть даже нельзя было. А кашлянуть вот как чехотку, вот, то есть без остановки. То есть меня подняли на 3-й этаж, сразу мне укол в живот сделали. То есть эти уколы для крови, чтобы кровь была жидкой, чтобы там тромбов, как мне объяснили, тромбы там не пошли. Вот. И капельницу. Да, таблетки, да. То есть 10 за раз надо, вот эти, целую пачку. 10 таблеток и 1 таблетка от кашля. Это за 1 раз. А сразу и дали сразу все, то есть на 3 раза. То есть это вечером, то есть это утром и в обед. А нас положили вдвоем. Меня там и еще одного, ну, из Таджикистана он, короче, вот, плохо разговаривает по-русски. Вот. Нам дали, у него, конечно, такие глазища, типа, что это такое тут дали, и почему это столько много надо пить. Он вообще ничего не пил, он вообще ничего нет, он вообще ушел оттуда потом. Типа, сам по себе представил, что его выписали и ушел просто-напросто. То, как он вышел, я не знаю. Но потом его, правда, поймали с милицией или как, я не знаю, на следующий день его опять привели, притащили. Ну и в итоге, первый день у меня прошел нормальный, на второй день я пошел. Я ходил, умывался, ходил в туалет, хотя недалеко здесь было, то есть от палаты проходить. Все было хорошо, все было нормально. Вот на следующий день у меня началось уже прям просто пипец. То есть пока я сижу, на кровати лежу, было нормально. Как только я начинаю идти там до туалета или там еще куда-то, то есть на меня находил вот этот кашель. То есть до такой степени, что я даже прям и вдохнуть не успеваю, мне опять и все. Чем больше я кашляю, тем больше я выдыхаю, но вдохнуть я не могу. Вот. Это был на второй день, как раз пришел доктор, это было 30 число, мне пришло на госуслуги мой анализ на ковид, я приложу его, фотографию посмотрите, вот, что там. Доктор меня спрашивает, как все нормально, все хорошо, я говорю, ну температур нет, ничего нет, но, говорю, доктор, на меня вот этот кашель нападает и все такое, вот. Он тогда сказал, все, тогда давай мы тебе подключим трубочку. Я не знаю, как это, бульбулятор называется, ну там его звали так. То есть трубка от него идет, такой стакан, там трубка медная, по нему походу идет воздух, и там бурлит, и трубка. Вот так ее как бы раз надеваешь, так вот на ухе ложишь, и такие два окончания просто так вставляешь, и там, ну так легенько идет кислород. Ну, наверное, день я еще с этим кислородом побыл, ну, мне как бы еще сильнее. Я доктору говорю, доктор, а почему? Говорю, вот, ну, я вроде пришел, вроде было бы все нормально, да, то есть 98-99 меня показывал прибор, который на палец одевает. Сейчас у меня, мне стало почему-то, кашель сильнее стал, плюс вот на телефон мне пришло, вот смотрите, я ему показал, говорю, это что такое? Ну, то есть отрицательный. У меня был отрицательный, ковид отрицательный. Я говорю, как понять, если я здесь в ковидном госпитале, я заболел ковидом, но мне приходит результат настоящий, то есть не где-то там в какой-то сельской больнице меня взяли, а именно в вашей ковидной там госпитале взяли, все капитально взяли, и то есть у меня нет. Тогда с чем я здесь лежу? Нашел, мне доктор ответил, а он у тебя провалился вовнутрь. Я говорю, кто провалился? Он вирус, типа, он у тебя внутри. Я говорю,
блин, как он у меня внутри, если он, вот, у меня это, ну, бумага, что, ну не то, что бумага, а электронный тест, что у меня его нету. Как он может быть у меня внутри? Ну, на что доктор тут как-то так слился, короче, и быстренько ушел. То есть, честно говоря, ребят, я не знаю. Вот, честно, я не знаю, как это может быть во мне внутри. То есть он провалился, но так официально на бумаге у меня его нет. То есть вот так. Ну, грубо говоря, 3, ну, край 4 дня у меня вот нет. 4 дня нет, дня 3 у меня был вот этот кашель. Первый день вот не очень, второй день сильно, и на третий день у меня пошло на давление. То есть там дали уже потом анализы, эту мокроту сдать в баночке. То есть вот началось откашливаться, мокроту сдали, все сдали. Но 2 укола в живот каждый день, утром и вечером, 2 капельницы утром и вечером, таблетки вот эти, 3 коронавир. Поначалу, я вам говорю, давали по целой упаковке, потом начали, правда, по половинке. Вот. Но все равно таблеток много. Вот. И каждый день кровь из вены. Вот. Это каждый день. То есть вот первые 4 дня, да, действительно было так вот, ну, плоховато. Ну, температуры не было, вот честно. После первого укола температуры не было. Капельницы вот эти вот, то и дело. И дня 4, наверное, примерно прошло. Вроде как бы и кашель начинает прекращаться. Но вот эта штучка, которую вот на палец надевают, смотрят, она то и дело, ну, блин, я вот, честно говоря, я что-то почему-то не поверил. Ну, во-первых, с этими, как его зовут, вот с этими штучками ходили там все, кому не лень. Я имею в виду и медсестра, и сам врач, который приходил утром с обходом, и уборщицы там, я так думаю, и кто только не ходил. Вот честно, я не знаю. И у всех все разные показания. Одна заходит, там раз, о, 98, 99, там нормально. Другая заходит, ой, блин, у тебя 91, плохо. Кислород поворачивает там, чтобы сильнее. И не знаю, кому верить. Вот, я не знаю, я даже вопрос тогда задал там медсестре, говорю, а как она работает, как она определяет, сколько у меня кислорода. На что она мне ответила там по пульсу. Как там, ну, палец, пульс бьется, так она и фиксирует там, что-то такое. Ну, не знаю. С этим кислородом надо лежать на животе. То есть там даже рисунок показанный такой, что типа под грудь подложить, какой-нибудь типа подушки, под коленки положить и типа лежать вот с этой трубкой, а лежать чисто на животе. Но я вам сразу говорю, что на животе, ну я не знаю, ну часа 2 можно пролежать. Потом просто начинает болеть грудак прям вообще просто жестоко. Вот, и хочется сразу перевернуться и вот все такое. Вот. И что мне не понравилось, палата не оборудована ни туалетом, ни там гигиеной какой-то. Просто там в углу стоит маленькая такая небольшая раковина, знаете, там я даже не маленькая такая. Ну, наверное, если только кружки сполоснуть от чая. Больше там я не знаю, для чего она. Мне запретили ходить в туалет. Вообще, то есть, типа, вставать тебе запрещено, туда-сюда, ложись, все. И я говорю, извините, а как мне вот, ну, в туалет они сейчас? Все решим. Короче, притаранили мне такое ведрище, знаете, для инвалидов такой коричневый, с такой крышкой такой замечательный. Вот. Ну и такой специально под мочу такая штука. Вот. Типа фужер такой. Ну, ладно, по-маленькому сходить еще можно. Но вот в это ведро, вот честно, ребят, я не знаю, вот, вы представляете или не представляете. То есть палата открыта всегда. То есть там нету ни кнопок, ни там, чтобы, например, там медсестру вызвать, там врача, если там человек плохо будет. То есть никакого там этого нет. И чтобы они ходят там по коридору, они ходят прям, я не знаю, как на вокзале. Там то эти провезут, там тачанки какие-нибудь, то коляски, то там еще что-нибудь. Там то и дело ходит, возит. И всегда смотрят, ну, по всем палатам. То есть не то, что у нас, а вообще везде там эти двери открыты. Вот, дверь сама по себе, она такая здоровая, такая, знаете, как у Ратина такая. Потому что эти кровати, на чем лежат больные, то есть это не кровати, а коляски на колесиках. Ну, они, конечно, нормальные, новые, все с резиновыми колесами, такие нормальные, но она широкая. Вот, то есть там сделано любой человек, что там большой, там толстый, то есть для всех хватит, то есть я имею. Вот. Ну и, естественно, дверь такая же здоровая, знаете, вот, что влазит. Вот она открытая. И там все ходят, смотрят. И вот я доктора спрашиваю. Я говорю, и как вы представляете, вот ходить в туалет, например, по большому? То есть у нас лежит в палате 4 человека. Вот. Трубка далеко, ну, может быть, ну, я не знаю, может быть, ну, 2 метра от края, а может быть и меньше, я, честно говоря, не знаю. Но с кровати можно слезть, вот возле кровати ты стоишь, она дотягивается до бульбулятора. Дальше ты отойти не сможешь.
Вот. И запретил, типа, почему запретили? Ну, чтобы я трубку не снимал. То есть, почему запретили с кровати вставать? То есть, нет, вставать-то можно, трубку снимать. То есть, отходить от кровати нельзя. То есть, трубка всегда должна быть в носу. Ну и в итоге, вот, где-то примерно, ну, дней 5 точно я, наверное, никуда не ходил, ни в какой туалет. То есть, но потом средней ночи я проснулся от боли. То есть, нужно было идти в туалет. Я нарушил, конечно, я не стал в это ведро, вот честно, ребят, я бы не смог. Здесь люди лежат, то есть с этой трубкой я могу максимум пройти вот между только кроватей. Вот. То есть, как мне намекали, типа, ставь ведро между кроватей, вот, между с этими спинками. И там, я говорю, как я буду ходить, если здесь человек, здесь у него голова, лицо. То есть, мне, ну, я не смогу просто-напросто. Ну и плюс другие люди, зачем им, ну, все вот это. Я просто не вытерпел, я думаю, да нафиг. Я, короче, снимаю трубку и просто пошел в туалет. Дошел, нормально. Ну, тут мне идти было, там, я не знаю, от палат, там, я, ну, метра 3-4, ну, не больше, даже 5 нет. Просто вот так вышел, раз наискосок, и все. Вот, да, кашель был у меня, ну, конечно, поменьше, но был. Ну, в итоге я сходил, все хорошо, все нормально. И вот это вот единственное, что мне не понравилось. Просто прям, ну, я не знаю, как это сказать и как понять, там, защемление, ущемление, что ли. Как бы я так думаю, ну, должны же в этих палатах быть, там, например, отдельно, как бы, ну, свой туалет в каждой палате, например, там, хотя бы там, и тот же кислород там, ну, типа того, в каждой палате. Вот в этом госпитале был один туалет на этаж, ну, на крыло хотя бы, может быть, не на этаж, но на крыло точно, женский и мужской. Вот. Хотя я спрашивал доктор мне говорит, бывали случаи такие, что, ну, вставали, уходили, снимали трубку, это уходили, в туалет заходят, закрываются, начинают там, ну, то есть, уходить, и в итоге начинают задыхаться, и от нехватки кислорода теряют сознание, падают. Вот. Пока все очухаются, что его нет, пока там подают дверь, она закрыта, пока, говорят, выламывают эту дверь, то есть человек умирает. И, говорит, были случаи не раз. Вот. И он мне так сказал, говорит, так что, типа, смотри, вдруг у тебя начнется приступ, нехватка кислорода, и, типа, мы не успеем тебя спасти. Вот. Но я все-таки, я не знаю, как вам сказать, я ночью, такая приглушенная темнота была, вот, все-таки я осилил страх и пошел. Единственное, что я вам скажу, я закрываться не стал, думаю, блин, ну, женщины сюда все равно не пойдут. Вот. Они знают, где у них туалет соседний, то есть там нарисован, большая картина, знак на двери. Вот. Думаю, если уж суждено, значит суждено. Ну а дальше, что дальше? Дальше примерно где-то в четверг, наверное, или 6 дней. Вот. Пришел доктор, он еще раз проверил, вроде уже нормально, все нормально. Он говорит, все, давай, короче, вот. Но это был четверг. Вот сейчас четверг, давай до понедельничка полежишь, если прям все замечательно, так вот и будет, как сейчас, например, то все, мы тебя выписываем. Я говорю, блин, это столько дней лежать. Вот. И еще, да, вот, ребят, там, например, обед кормили так, ну, более-менее нормально, то есть пойдет. Но вся эта штучка происходила как? Завтрак, то есть это часов 10:30, наверное, где-то примерно. То есть пока возьмут все анализы, пока там у всех все. Или это, может, специально делали, натощак брали, ну, типа анализы. Вот, я не знаю. Но знаю точно, что, блин, с голоду вообще просто прям я так хотел хавать. То есть я не знаю. То есть время идет, думаю, да когда там, блин, они принесут. То есть что у меня было, я схавал все. С дома мне там закидывали передачки. Там фрукты всякие, бананы, там огурцы, помидоры. Я сточил все, без хлеба, без соли, прям так. Такой жор, конечно, пробивает, я не знаю, как его объяснить. Мужики там, которые, ну, еще более-менее им фигово, то есть им не лезло, вот, они мне скармливали, знаете, как это меня. Ну, естественно, я не всегда же, я там, ну, брал, конечно, что-то, ну, говорю, а вы что, сами не хотите, там, сейчас поправитесь, то есть аппетит у вас появится и будете кушать. Вот. Ну, то есть не у всех, конечно, я все брал там. Ну, ладно, дело не в этом. Дело в том, что вот завтрак где-то примерно 10:30, примерно. Обед где-нибудь там в час. И ужин там, то есть там в 4, наверное. И все. И вот с 4 опять до 10:30 это, блин, много. Например, меня тоже спрашивают некоторые там, а почему ты там типа влог не снял, там туда-сюда. Ну, сами понимаете, ребят, люди там болеют, как бы сказать, ну, мужики лежат там. То есть им не до этого. Как бы сказать, чтобы я там еще с камерой там ходил, как дурачок там снимал.
То есть они, может быть, и не хотели бы этого там, для чего. Но молодых, вот честно говоря, я не видел. Вот. Моих годов даже я не видел. Люди в основном такие, ну, уже за 50, такие уже. Ну и в итоге вот я пролежал еще, то есть капельницы, укол, все это делали. В понедельник, то есть приходит доктор, все, меня проверил, посмотрел, все, говорит, мы тебя выписываем. Все, жди документы сейчас, ну, документы сейчас принесут. Вот ушел. Только он ушел, вылетает медсестра с 2 капельницами, там, с плашкой, там, с этим, с уколами. Вот. Меня кричит, типа, капельница и укол. Я говорю, да вы что, смеетесь? Я говорю, меня выписывают, все, не надо, не нужно мне больше. Да ладно, ну что ты, ну давай на пасашок, типа, вмажем тебя. Я говорю, вам что, девать некуда, это лекарство, что ли, или что? Я говорю, не буду я делать, все, баста, харе. Я говорю, так меня истыкали, я говорю, столько крови меня взяли, меня за столько лет меня никогда столько крови не брали. Говорю, и столько вы меня влили этой фигни. Там, между прочим, капельница, вот этот пузырек вливался, я не знаю, там, минуты за 3, там, просто так, чик, как воткнули, только раз пустили вену, прям побежал. То есть, прям на глазах, прям вот так убывал в этом пузырьке, то есть, прям капитально. Вот, ну ладно, вот она меня тут уговаривала, я ни в какую, говорю, все, хватит, ничего мне больше не надо, ни укол, там, ничего, все, она ушла. Принесли документы, вот, я раз с кровати встал, вышел сюда в коридор, там, на пост, на ихний, чувствую, а у меня ноги вот так, прям, так трусятся, короче. Такое ощущение, знаете, как будто вот в спортзале был, там, присед делался, там, с таким весом, с офигенным, и потом на следующий день вот такой мандраж в ногах, прям боль такая, прям адская. Я не знаю почему, может быть из-за того, что вот столько времени я лежал на кровати, не вставал там или еще что-то, ну не знаю, врать я не буду. Но в итоге выйти, кое-как тут сопровождающие у меня нашли, сопровождающий меня провел, там двери открыл, лифт, типа по лестнице нельзя, то есть нагрузку резкую нельзя, там что-то подымать, там быстро ходить, бегать, прыгать, то есть всего этого нельзя, то есть потихоньку, медленно, вот, потому что может типа встать сердце, ну это мне так сказали, я не знаю. Вот, на лифте меня спустили, потом такой засов такой, открыли дверь, я все вот удивлялся, как этот таджик свалил, не знаю. То есть вот меня выпустили, а там с территории тоже идти надо, то есть за мной приехали, вот, там идти надо так нормально, я раз идти, а у меня ноги вот реально прям подкашиваются, просто подкашиваются. Я, блин, вот это да, вот это нифига себе. Короче говоря, я кое-как дошел там до забора, вышел с этой территории, а тут асфальт делают, дорогу, их нету, давай звонить. Я говорю, ребят, вы где? Там, я вниз туда, кое-как нашел машину, доехал. Ну, по документам там у меня как бы написано, вроде есть, но ниже читаешь, там все это расписано, кровь, там, цифру, там, все тела, там, ля-ля-ля-ля-ля, и вроде как нет. И я не знаю, честно, ребят, вот, если кто-то знает, что это такое было там и как, напишите в комментариях, конечно. Я вот, честно, до сих пор вот не знаю. Первые меня взяли, вроде есть положительный. Через 3 дня, и то взяли, знаете как, вот, ну, в сельской больнице, то есть там они, ну, не оборудованы, ничего, просто так раз, ну, раз, в пакетик запечатали, куда-то там отослали, то есть никаких документов, ничего. Прислали, да, первый пришел на госуслуги, первый пришел, типа, результат. Нажимаешь, там пройти по ссылке, бах, сайт не найден. То есть ничего такого нет, нифига нету. То есть все как-то подозрительно. Но когда я приехал в госпиталь ковидный, там совершенно другая комиссия, совершенно другие анализы. И уже на следующий день пришло, сразу же пришло. Не через 3 дня, там, не через сколько, а сразу пришло на следующий день. Вот меня взяли вечером, а утром уже пришло, через 12 часов. То уже все официально, все, госуслуги, все нажал, все открылось, все замечательно. Вот и думай, как хочешь. Но в итоге, когда мне выдали все бумаги, все, больничные, там было написано, там, типа, посидеть 3 дня дома, потом обратиться к своему терапевту, вот, что я и сделал. 3 дня я был дома, я действительно... Но, да, ребят, вот, честно сказать вам, была такая еще штучка, что начинаешь вдыхать, вот так глубоко, прям полными легкими, прям вдыхаешь, и ты не сможешь вдохнуть. Знаете, такое ощущение, как будто сожженные легкие, когда вот или в мороз, там, в офигенный, нельзя вдохнуть сильно, или там, например, начинаешь вдыхать какие-то там, я не знаю, химикаты, или там горячий воздух, как он в сауне, там, в этой, я не знаю, начинаешь кашлять. Вот такая же система была, когда я вышел из госпиталя. То есть вдохнуть я полностью не мог, ну, глубоко, как сейчас, вот, например. Вот, я могу, а тогда я не мог, я сразу начинал кашлять. Вот, 3 дня я, конечно, дома был, я никуда не выходил, лежал, как это, чувствую, мне, ну, как бы, я не знаю, начинает
легче. Уже ходить я начинаю нормально, уже ноги не трясутся, не подкашиваются, ничего. Через 3 дня мне там было написано обратиться к своему, ну, в свою поликлинику, к своему терапевту. Вот. Я приехал на прием, он сразу, там, туда-сюда. Нет, давай еще 10 дней. Типа так положено. Вот я говорю, ну ладно, что, вот я 10 дней. Но за эти 10 дней, вот точно, уже прошло, то есть я стал нормально ходить, нормально, там сказать, можно сказать, бегать, там, ну все, нормально. То есть вдыхать я стал хорошо, никаких у меня кашля никакого нет, ничего нет. То есть, вот честно, нормально стало. И через 10 дней я пришел, он меня спрашивает, ну как? Я говорю, вообще, доктор, все отлично, все офигенно. Он, ну тогда все, на работу. Я говорю, да, на работу, пора на работу. Потому что и так уже без 2 дней месяц, то есть нужно работать, нужны деньги, финансы. Вот. Так что вот так, ребят. Я понял одно из этого всего. Наверное, слишком много я насиделся дома, ну, занимался самолечением вот этим. Если, наверное, может быть, дам я небольшой совет маленький, ну, я не знаю, правда, неправда. Если бы, например, я четверг-пятницу я заметил, ну, температуру, хотя они говорят, что надо несколько дней. Если несколько дней, типа, держится 38,3, вот, и пропал, например, обоняние, то есть вы запах не чувствуете, тогда это уже типа ковид. Вот так они мне сказали. Вот. Но если там, например, один день у тебя была температура, на следующий день вроде как бы и нет, то вроде типа нет. Но я так думаю, если бы я обратился раньше, то есть, вот, например, первый день, второй день, себя вызвал скорую, возможно, они мне выписали какие-то антибиотики туда-сюда, и у меня бы осложнения не было такие вот, ну, то есть воспаление легких у меня бы не было. А так, я не знаю, то есть я просидел, 4 дня я занимался самоизлечением, вот. Потом они прописали каких-то таблеток непонятных, вот, на 2500 беспонтовых, то же самое, то есть никакого результата там, не знаю. Ну, это, конечно, мое мнение такое, что воспаление перешло на легкие, воспаление легких стало. Спорить я ни с кем не буду, просто я поделился, как вот есть у меня. Я вот, например, сейчас, если, то лучше, конечно, сразу. Если первый день, второй день, сразу звонить, лучше вызывать, или идти к врачу, или там скорую вызывать, как там, я не знаю. Лучше так, чем нежели затягивать, как вот не пожилые люди. Когда меня забрали, повезли в госпиталь, мы заехали в районный поселок и забрали женщину, пожилую, которая уже ждала этот, как его, тест на ковид 2 недели. Вот. Представляете, она 2 недели сидела с температурой, ждала там, когда ей придет тест. Возможно, у нее и осложнения уже офигенные. Кстати, я когда был там в госпитале, я первый день пошел искать туалет. Вот, я забрел нечаянно в реанимацию. То есть там такие стеклянные боксы, то есть такие, дверь такие пластиковые, как в магазинах. Вот. И, честно говоря, да, я видел. Я видел людей, которые лежат с такими, там, маски такие, все там все моргает, или там держат, колют. То есть люди без сознания, без вообще всего. То есть, вот. Видел, честно говоря, ночью провозили, да, труп. Провозили, накрытый, на коляске, все, оттуда реанимация. То есть, получается, как крыло больницы. Моя палата была в середине, а реанимация в самом конце. То есть, я как-то вот вышел первый день вечером и пошел. Думал, туалет находится там в конце. Ну, как обычно бывает. На этажах в конце там этажа крыла. Оказалось, я пришел прямо в самый эпицентр, там несколько этих было. Да, это было, видел. Вот. Ну, в основном, когда уже вот это все разрулилось, я просто посмотрел, что молодых практически нет. То есть даже моего возраста нет никого. Все люди такие вот уже. И это я к тому, к чему, что затягивают, начинает вот думать, что это там простуда, может быть, еще что-нибудь, и начинает самолечением. Ладно, это хорошо, что ты попадешь там нормально, там, знаешь, антибиотик какой-то выпьешь, что это. А бывает там, начинает там лук, там еще там что-нибудь, таблетки какие-нибудь такие, ну не знаю. И я так думаю, что это все переходит вот в осложнение, а тем более 2 недели. Я неделю посидел, у меня вот так, а если люди вот 2 недели, то есть это перерастает как бы воспаление легких уже не 15%, как у меня, а там 50 и больше, там 70. Но это опять же, я так думаю, мое мнение. Потому что вот мы за ней заехали, я ее спрашиваю, говорю, а вы сколько? Она 2 недели, даже чуть побольше, ждала результат. Вот результат пришел, типа я позвонил, я уже там, это, и она, у нее тоже, между прочим, кашель. Вот она такая полная женщина в годах. Вот, ну, когда нас привезли, я ее больше не видел. То есть, ну, естественно, ее тоже положили, только каким этажом, я на 3-м, она, может быть, там внизу где-то. Не знаю, брать. Так что вот, ребят, судите сами, думайте сами. Я, конечно, никого никуда не склоняю, ничего никому не доказываю. Я просто поделился, что было со мной. Ну а на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всем удачи, ребят. Пока. Не болейте.